Друзья, рад всех приветствовать! Сегодня будем делать, как всегда, очень нужную и интересную самоделочку. Для ее изготовления мне понадобится 2 болта, кусок листового металла толщиной 5 мм, также кусок листового металла толщиной 3 мм. Остальное по ходу дела расскажу и покажу. Желаю всем приятного просмотра, ну а я начинаю. Поехали! Я буду использовать 201 подшипник. Сейчас делаем примерку. Сделал, как и в прошлой самоделке, вот такой вот прорезиненный вал с резьбой М14. Вот такая, друзья, у меня получилась интересная насадка на болгарку. Шлифовальная машинка. Сносу ей не будет. Тут все капитально, все четко сделано. Лента стоит 30 рублей. Меняется без проблем. Открутили 2 болта, вытащили ленту, поменяли ленту. Натягиваем с помощью вот этого болта. То есть сначала делал натяжитель на пружине, но эта система меня не очень порадовала. Болгарка болталась, ходила в разные стороны. В итоге я приварил, вот здесь вот зафиксировав это кольцо. Ослабеваю болт, опускаю болгарку маленько. Сам вал, который прорезиненный, он опускается вниз, одевается лента, болгарку заваливаю и затягиваю болт. Все. Очень простейший механизм, работает на ура. Как вы сами видели, вообще шлифует отлично. То есть очень удобно сидит в руке, особенно если у вас болгарка аккумуляторная, вообще цены нету вот этому устройству. Ну, как говорится, сам себя не похвалишь. Вот. Что еще? Многие скажут, зачем изобретать велосипед, иди купи шлифмашинку и проблем не будет. Всегда лучше сделать своими руками. Во-первых, это будет качественнее, надежнее, работать намного дольше. Во-вторых, шлифмашинка мне не нужна на каждый день. Мне надо в бане, например, полы освежить, шлифануть. Или там доску одну-две. Ну, 2-3 раза в год я буду ей пользоваться, вот этой насадкой. Как бы для этого покупать шлифмашинку я не вижу смысла. Затраты у меня ушли на рублей 250-300 на вот это, на изготовление вот этого агрегата. Если вам понравилась эта самоделочка, поддержите меня лайком. Обязательно под видео нажмите на колокольчик, то вы будете узнавать о выходе новых роликов. Вам будет приходить оповещение. Ну, также подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан.
А теперь для любителей доктор Дью, кто там говорит, что термоклей это спермоклей и всякая прочая хрень, он ни хрена не держит. Термоклей рознь. Я беру особо прочный и морозостойкий. Вот смотрите, приклеил магнит. Вот эта железяка весит в районе 2 килограммов. 8 миллиметров толщина металла. То есть одной рукой даже тяжело держать. Плюс она еще ржавая. Вот проверим, как держит термоклей. Видите? То есть термоклей вообще не отдирается никак. Его только ножом срезать, то есть он до того прочный. Советую всем покупать. Кто хочет узнать марку термоклея, сейчас я продемонстрирую. Продается в целлофановых пакетах и называется Рексант. Вот он как гнется очень легко, он очень пластичный и довольно классно клеит. Друзья, получился идеально ровный круг. Конечно, вот здесь вначале я косанул маленько, потому что сдвинулся магнит, как вы видите. Поверхность ржавая, еще и краски магнит лепится плохо. Но если металл будет ровный, отличный, я думаю, без проблем. Истратил всего лишь 1 мм пильного диска на вырезку вот этого круга. Примерно вот столько, даже может быть, ну не миллиметр, может быть 2 миллиметра. Не буду вас обманывать. Но вещь стоящая, то есть простейший циркуль для болгарки. Сделал быстренько из всякого хлама, который у меня был. Механизм от колесика я нашел на чермете. К тому же я его делал для больших кругов. Его также можно регулировать. Кому понравилась такая самоделка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Друзья, вот такой вот у меня получился интересный триммер. То есть это даже не триммер, а насадка на болгарку. Работает 2 часа от аккумулятора 4000 мА. Нагрузки на саму болгарку никакой. Снимается буквально за пару секунд. Я даже ее не затягиваю, а так от руки. Все, болгарка снята. Триммер готов. Такой вариант подойдет для тех, у кого обычная сетевая болгарка. Конечно, поле им не выкосить, я думаю. А вот небольшие участки довольно удобно, без проблем. Изготовление, как вы видели, очень простое. Повторить может абсолютно каждый. Всем привет! Из обрезков профильной трубы буду изготавливать реально рабочую и полезную самоделку, которая должна быть у каждого мастера. По факту должен получиться универсальный инструмент. Пожалуй, начнем. Приятного просмотра, господа.
Вот такой универсальный цепной ключ у меня сегодня получился. Должен признать, идея не новая, но самая удачная конструкция и работоспособная. Пожалуй, переходим к испытаниям. Спасибо за просмотр, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.